Дорогие друзья, просим вас при просмотре этого видео включить VPN. Это поможет делать нам контент еще более качественным и продолжать радовать вас. Спасибо. Иван Михайлович смотрел на собственную пасеку и вспоминал историю, которая там приключилась. Удивительно бывает, складываются взаимоотношения между живыми существами, и никогда не знаешь, от кого на самом деле каких действий ожидать. Да и в целом странно бывает, люди живут друг с другом, даже не поймешь, что лучше, и быть может животные даже мудрее людей иногда. Однако, прежде чем пересказать эту историю, которую вспоминал Иван Михайлович, нужно рассказать немного о нем самом. Он был жителем деревни и пользовался высокой репутацией. Сама биография была у него трудная, но провел он свою жизнь достойно. В 10 лет ушел в партизанский отряд воевать, где познакомился со своей будущей супругой Нюрой. Сам Иван Михайлович, будучи тогда еще совсем юным, воевал отважно и многое повидал, а Нюра была опытным снайпером. Со временем они не просто получили общий боевой опыт и подружились, но и завязали более глубокие доверительные отношения. Стали жить вдвоем, потом создали семью, появились дети. Но со временем детишки уехали от них в город. Иван Михайлович и Нюра работали в деревенском колхозе, получили там немало почетных грамот и так же, как на войне, отличались упорством и надежностью. Также и в труде не давали спуску самим себе и старались выглядеть достойно. Иван Михайлович увлекался пчеловодством. Сначала у него была небольшая пасека, а потом, когда он вышел на пенсию, то смог приобрести себе хутор поблизости от деревни и поставить там много ульев. Его мед пользовался популярностью, и несмотря на то, что тогда были еще советские времена, он стал чем-то наподобие бизнесмена, который поставлял свою продукцию на различные выставки и ярмарки. Да и поблизости от деревни все знали, что у Михалыча лучший мед, и с удовольствием приобретали. Благодаря этому деньги в доме водились, и старики не только делали дело, которое самим нравилось, но и не испытывали нужды. Без трудностей не обходилось. Как-то мужчина стал замечать, что кто-то повадился разорять его пасеку, он решил засесть в засаду. И однажды увидел, что приходит на его хутор медвежонок, который лакомится дымовым метком. Пожилой человек немного испугался, но начал шуметь и прогнал медвежонка. Все-таки была вероятность, что он может привести с собой и других медведей покрупнее, а тогда и от пасеки ничего не останется. Посовещавшись с Нюрой, они решили, что никаких других методов, кроме как немного подкармливать медведя, не наблюдается. Как ему объяснить, что не требуется лазить по ульям и разорять пасеку? Тогда стали оставлять немного меда в сотах поблизости от участка, и нужно сказать, что медвежонок сразу приучился поедать только тот мед, который предназначался ему, а остальное ничего не трогал. И благодаря его периодическим визитам, стало даже как-то увереннее, он был будто бы своеобразным хранителем этой территории. После зимовки из печки стал выходить не медвежонок, а крупный медведь. Стало понятно, что он, наверное, отбился от своей семьи и жил совершенно один. Поэтому во многом именно Иван Михайлович его и вырастил. Медведь, которого назвали Михаил Иванович, все так же деликатно поедал только мед, который предназначался ему, и выступал в качестве своеобразного охранника для пасеки. Началась перестройка, а после этого и времена свободного рынка, пасечники решили развивать собственный бизнес и даже наняли себе работника. Но зависть и корысть могут привести в дом много несчастья. Так и случилось. Нанятые работники попросту навели на стариков городских рэкетиров, которых в те времена появлялось повсюду огромное количество.
Ребята приехали на хутор и начали рассказывать старику о том, что ему нужно платить деньги за защиту от бандитов. Иван Михайлович резонно сказал, что, кроме них бандитов он не наблюдает, но наглые и ушлые ребята довольно в грубых интонациях объяснили, что придется либо платить, либо смотреть, как горит пасека. Обращаться в милицию Иван Михайлович тогда не стал, понимал, что слишком трудно было бы обеспечить непрестанную защиту пасеки от поджогов. Да и дел было тогда у милиционеров и без него достаточно. В итоге решили они с Нюрой вспомнить партизанские годы, почистили и собрали арсенал, который был в доме, и к назначенному дню, когда рэкетиры обещали снова приехать, засели на чердаке. В хутор действительно приехали, начали кричать и угрожать, хотя даже не знали о том, что стоят прямо в прицеле опытных стариков, для которых такая шпана была совершенной ерундой, по сравнению с военным опытом. Когда бандиты собрались заходить на участок, то перед ними стала картина, которая заставила их навсегда забыть дорогу к этому дому. Спасибо вам за просмотр данного видео. Подписывайтесь и обязательно делитесь со своими друзьями, именно благодаря вам на канале появляется качественный и интересный контент.